Это палочка для сала. Жарить на костре. А вы знаете, как разжечь костер? Сейчас, правда, прошел дождь, вон на фоне вон тех туч. В последнее время все время идут дожди. Ну вот, общаюсь со многими ребятами. И комары. Недавно рассказывали, как они пытались разжечь костер после дождя. Ну, большая такая компания на речке. Я сюда езжу на это место уже много лет. Здесь хорошо, вокруг нет людей. Вот такая у нас не очень большая речка. Ну и компания собралась. Один говорит, да, после дождя. Я, говорит, без дождя пытался разжечь. Это шершень. Такая очень большая, очень кусючая оса. Если увидите, постарайтесь не наступать на нее ногой и не трогать руками. Кусается очень больно. Ну и судя по его рассказам, в течение каких-то 20 минут им удалось разжечь костер. Ну вот это все осталось у меня с прошлого раза. Некоторые ветки еще с прошлого года. И так пробуем. Ну я вот здесь хочу разжечь костер, который бы горел целую ночь. Мы вообще-то планировали другое видео. Ну так вот, к слову, попалось. Итак, если вы хотите, чтобы костер горел всю ночь, нужно несколько вот таких хороших дров. Но это не самое главное. Самое главное, вот давайте попробуем все же посмотреть, что у нас есть под рукой. Ну вот, например, вот такая трава. Она тоже может пригодиться. Хотя, конечно, да, вот берем только то, что легко ломается. Но она не очень легко ломается. Ну, мы возьмем несколько штук. Корень мокрый, мы его оторвем. Вот, выбираем те, которые потоньше. Они должны высохнуть к этому времени. Теперь нам нужны тоненькие веточки. Это мы заберем на обратном пути. Смотрим, что у нас есть под рукой. Нам нужен такой вот сухой куст. Ну, например, вон там. Например, пробуем вот этот. Да, ветки хорошо ломаются. Обламываем только кончики. Ну, вот не очень сухое, не очень хорошо ломается. Да, это такой неудачный, он гореть не будет. Идем дальше. Пробуем следующий. Да, этот ломается немножко легче. Здесь пару лет назад был пожар. Еще видны его следы. После пожара остались вот такие сухие кусты. Да, видите, вот такой куст. Веточки ломаются очень легко.
маловато. Нужно еще немного. Да, ломается очень плохо. Причем, вот вы знаете, очень важно брать именно те, которые ломаются легче всего. Вот это не будет гореть, не ломается. Еще чуть-чуть. Ну вот, хватит. Теперь, ну вот смотрите, после пожара такой полуиссохший пенек, который мы тоже возьмем с собой. Он нам пригодится дальше. Теперь мы идем к нашему костру. Теперь нам надо несколько таких веток, немножко толще. Сейчас попробуем найти. Ну вот, например, вот это сухое дерево. Сейчас мы попробуем отломить от него несколько веток потом. Аист, которого вы видели. Их здесь много. Знаете, вот человек, идущий куда-то в поход на природу, топор, пила, получается вот такой мешок ненужных вещей. Ну, как мы видим, без всего этого можно вполне обойтись. Ну вот мы наломали немного веток, за остальными ветками мы придем чуть позже. Сейчас попробуем разжечь костер. Теперь вот из этого веника пытаемся отделить такие самые тонкие веточки. Вот они. Их нужно сложить как можно плотнее. Вот так. Еще раз. Кончики тоньше, легче загорятся. А это наверх. Укладываем как можно плотнее. Так, пробуем разжигать.
Смотрите, без бумаги, без газеты, без сухого горючего, с одной спички. После дождя мы разожгли. Вот такой костер. Вот видите, я уложил эти веточки как мог плотнее. И вот так вот параллельно одним пучком. Вот сейчас та трава, которую мы рвали в начале. Если они лежат как можно плотнее, гореть оно будет гораздо лучше. Ну, поначалу. Ну вот, костер загорелся. Теперь бросаем вот, которые толще. Вот эти тоже мы укладываем параллельно. Видно, да? Потому что, ну, по-другому просто не получится. Дело в том, что они не дадут рассыпаться жару по сторонам. И получится, ну, как бы вот такая печка. Ну, вот костер горит. Теперь мы забрасываем туда вот эти ветки, которые мы принесли позже. Сейчас все равно, что забрасывать, нужно сделать жар. Теперь пока обламываем кончики, они потоньше. Способов много, там сибирская печка называется, еще как-то, ну это вот такой самый простой. Ну вот, костер горит. Теперь сюда можно бросать что угодно. Гореть будет все. Ну вот оно некоторое время погорит. Конечно, довольно холодно. И, наверное, собирается дождь. Но приехать на речку и не покупаться, несмотря на то, что холодно, это нарушение всех традиций. Холодно. Самое страшное в такой холодный вечер зайти в воду. Вы знаете, вот до определенной высоты человеческого тела это легко. Дальше уже хуже. Да, одевался я очень быстро. Вот костер почти сгорел, ну нормально. Для того, что нам надо, его вполне хватит. Знаете, что это? Это сало. Сейчас только говорят о здоровом питании. Не ешь жира, считают каждую калорию. Я таким не страдаю. На сайте можно посмотреть. Там есть у меня несколько статей о питании. Да, вот такое свиное сало. Способов много, но я
предпочитаю вот такими квадратиками небольшими и с хлебом. С хлебом вкуснее. С хлебом получается вкуснее. Во-первых, жир, который капает с сала, он капает на хлеб. Большими кусками нарезать не стоит и плотно не делайте, потому что если вы плотно насадите, оно не прожарится. Нужно вот такое небольшое расстояние между хлебом и кусочками сала. Сало хорошо, летом оно не портится. Ну и потом, просто без жира человек жить не может. Жиры, особенно животные, необходимы для множества обменных процессов в организме, для нормальной жизнедеятельности. Поэтому сало это хорошо. Я, конечно, его ем не очень часто, но вот на природе. Зачем отказывать себе в таких вот чисто человеческих небольших удовольствиях? Есть тут несколько таких хитростей, вот пока горит костер. Вы знаете, нельзя... Сейчас, секундочку. Вот такое парное число хлеба и сала. Теперь пробуем жарить. Вы знаете, обычно пихают на огонь. Если не хотите испортить ваш обед, завтрак, ужин, смотря когда вы едите, не пихайте в огонь. Вот мы находим самое горячее место костра, но только чтобы это не было непосредственно над огнем. Ну вот здесь. И теперь долго держим. Долго потому, что все же делаем мы для себя. И хочется, чтобы оно было сделано нормально. Вы знаете, я езжу сюда уже много лет. Ну и вон там дальше отдыхала одна компания. Ну там такое хорошее место для рыбалки. Это было несколько лет назад. И я приезжаю, а дорожка вот сюда. Мне это место нравится чем? Дорожка вдоль реки, тропинка узкая, протоптанная. И пробраться сюда не так сложно. И пробираться нужно вон там, через где стояли те люди, через кучу палаток, машин и людей. Поэтому желающих ходить сюда не так много. И вот я один раз приезжаю, смотрю такие интересные номера на машинах. Ну, я смотрю, там несколько машин. Киевская компания. Ребята из Киева. Ну и так несколько лет они берут отпуск летом и сюда ездят. А потом как-то приезжаю, смотрю. Ну, в общем, эта же компания довольно большая. И там вот сало начинает жариться, начинает капать. Две машины с такими интересными номерами, которые я не видел. Ну ладно. Поздоровался с мужиками. Прихожу сюда.
Ну и приходят они такой относительно большой компанией. Ну, поговорили минут 5, я как раз только разложился. Оказалось, эти ребята из Москвы, москвичи, приехали сюда к кому-то в отпуск. На Украину, здесь какие-то знакомые, родственники. Ну и чисто случайно пересеклись с этой компанией возле речки. С киевлянами. Ну и спрашивают, а что это вы вот делаете? Я говорю, как что? Сало жарю. Буду жарить. Ну я беру ножик, вот нарезаю хлеб кусочками вот такими, нарезаю сало, они так смотрят внимательно. А говорят, можно попробовать. Да, ради бога, пробуйте, пожалуйста. Что мне, жалко что ли, для хороших людей. Вы знаете, они были в восторге. Казалось бы, вот, ну вроде бы киевляне, люди с Украины должны знать, как обращаться с этим салом. Оказывается, не все это знают. И вы знаете, хорошая компания, ездили сюда много лет, эти киевляне с москвичами. Хорошо там стояли по целому месяцу летом. Палатки, лодки, машины. Говорю, так на море. Ну, мне отвечают, вы понимаете, вот на море приезжаешь. Были мы на море, ездили несколько лет назад, потом вот приехали сюда. Ну вот так вот фея, ну типа что там. Ну, говорит, что, у нас машина. До села каких-то несчастных 5 километров. Говорит, яйца, тоже сало. В общем, водка, еда, речка. А там, говорит, вот были на море, да, хорошо. Но там, говорит, песок, жарко и толпа на пляже. А здесь, как вы видите, можно всего отъехав не так далеко от города, найти вот такое место, где никого нет. Ну, не считая пролетающих аистов. Итак, наше сало зажарилось. Смотрим на результат. Вот получился такой хлеб вот с такой зажаренной корочкой. Ну и вот такое сало. Оно еще шипит немножко. Весь жир здесь на хлебе не капнуло мимо ни единой капли. Теперь, если вы не против, я беру вот это сало с хлебом, угощу своего оператора. Все-таки оператор заслужил вот такую награду за свои труды операторские. И мы будем ужинать.